Вітаю, друзі! Здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Я хочу сегодняшнее видео разделить на две части. В первой части объясню некоторые недоразумения, которые возникли после просмотра видео про препарат, который улучшил мышечную выносливость, улучшил мышечную массу, улучшил силу у мышей, правда, но этот препарат используется у людей для лечения вируса иммунодефицита человека первого типа. Там возникло множество недоразумений, которые я вижу в комментарии, и необходимо пояснить, о чем там была речь, потому что некоторые вообще выхватили несколько фрагментов из контекста, и картина исказилась. Я хочу, чтобы вы понимали все правильно. Но вторую часть я посвящу как раз добавке, которая может противостоять возрастному ухудшению мышечной силы, координации. И эта добавка хорошо нам известна. И что интересно, в небольших, но рандомизированных клинических исследованиях она показала 10% прирост силы, а это немало, и она показала улучшение структуры мышечной ткани. Все это, конечно же, в контексте борьбы с возрастными изменениями мышц, которые называются саркопения. Напомню или картину нарисую, что это за проблема. Это не касается того, что у вас вдруг стали дряблые мышцы, и вам некрасиво смотреться в зеркало или там, показаться на пляже. Это полбеды. А на самом деле проблема куда серьезнее, если вы взглянете на людей 70 с плюс, кому как, кто как сохранился. Некоторые люди не могут встать со стула быстро. Некоторые нуждаются в сиделке для того, чтобы просто встать с кровати, дойти до стола, поесть, там, сходить в туалет. Это все очень печально, и над этим надо работать уже лет с 40. И даже здесь дело не в мышечной массе и не в красоте, а в том, чтобы удержаться на ногах, когда вы поскользнулись, там, проехать на велосипеде и не упасть. То есть быть координированными, делать так, чтобы ваши мышцы мгновенно реагировали, чтобы работали мышцы стабилизатора, чтобы они удерживали ваше тело от падений, потому что падение в возрасте 65+, это серьезное дело, это переломы бедра, это переломы рук, это переломы позвоночника, это инвалидизирующие часто последствия, это длительная обездвиженность. В общем, дело довольно страшное. И поэтому одно из дел, которое необходимо просто нам, заботящимся о сохранении своего здорового периода жизни, сделать, это следить за своей мышечной массой. Я не случайно говорю о здоровом периоде жизни, потому что общая продолжительность жизни и продолжительность здорового периода жизни – это абсолютно разные вещи. И во многих странах выросла значительно общая продолжительность жизни, а вот период свободный без болезней значительно снизился и постоянно снижается. Поэтому я думаю, что мы здесь все на канале заинтересованы как можно дольше и как можно лучше сохранить свои показатели, чтобы получать удовольствие от жизни. Итак, давайте начнем с первой части. Что там было в видео про Моровирок? Кратко напомню. Ученые решили посмотреть, а что происходит в мышцах стареющих людей. И для этого они взяли две группы людей, молодых людей и пожилых людей, и сравнили одну и ту же мышцу, имеется в виду одна и та же анатомическая область тела у пожилых и у молодых. И выяснили, первое, что оказывается, мышца это не просто волокна, которые сокращаются, а оказывается, что это целый аппарат. Существует сократительный аппарат мышцы и поддерживающий. То есть для того, чтобы мышечное волокно сокращалось, необходимо, чтобы была хорошая доставка крови, а для этого нужны сосуды и капилляры. Необходим каркас, то есть соединительная ткань, необходимо немножечко жировой ткани и необходимо, конечно же, какое-то количество иммунных клеток, которые всегда присутствуют в мышце. И вот что выяснилось, что, оказывается, в стареющей мышце наблюдалось уменьшение клеток-сателлитов, это мышечные клетки, из которых потом развиваются опять новые мышечные волокна или стволовые клетки мышечные, которые, собственно, обеспечивают регенерацию мышечной ткани. У пожилых людей их меньше, у пожилых людей больше соединительной ткани, у пожилых людей больше клеток, которые вызывают воспаление, клеток иммунной системы, у пожилых людей
хуже капилляры, хуже стенки сосудов, хуже мышцы сосудов. И когда начали исследовать дальше, а какие же гены там работают, какие не работают, какие сигналы друг другу клетки посылают, и среди многочисленных сигналов они увидели, что есть сигналы, которые называются хемокины, это такие химические вещества, которые воздействуют на определенные клетки, находящиеся внутри мышцы, клетки иммунной системы. На этих клетках есть рецепторы, то есть участки, которые воспринимают эти хемокины как ключ и замок. То есть если хемокин у нас ключ, то это рецептор называется замок. Рецептор этот получил название CCR5, и, соответственно, что выделяют эти ключи, хемокины? Оказывается, стареющие клетки. То есть это клетки, которые какое-то время назад функционировали, были здоровыми, а сейчас они не умерли, они просто существуют, никакой полезной функции не выполняют, но выделяют разные молекулы, которые называют senescent associated secretory phenotype, то есть фенотип, ассоциированный со стареющими клетками. Вот эти самые ключи, хемокины. И, соответственно, в стареющей мышце обнаружили просто кричащее большое количество этих хемокинов. И появилась очень четкая разница, вот что есть в молодой мышце и что есть в старой мышце. И решили, а что, если мы возьмем, да и заглушим вот этот самый сигнал, который выделяют стареющие клетки. Честно говоря, существует два подхода. Можно было бы каким-то образом уменьшить количество этих стареющих клеток, а можно заглушить сигнал, который они выпускают. И ученые пошли по пути заглушения сигнала. И оказалось, что для того, чтобы заглушить сигнал хемокинов, нужно заблокировать рецептор CCR5. И оказалось, что уже существует такое лекарство, которое довольно давно применяется у людей. Называется оно Маравирок. Применяется для лечения больных вирусом иммунодефицита человека первого типа. И, кстати, что интересно, вы знаете, у больных СПИДом развивается истощение. А сейчас люди, которые инфицированы ВИЧ, сравнялись по продолжительности жизни с людьми, у которых нет этой инфекции. То есть значительные успехи достигнуты в поддержании ремиссии этого заболевания. И, соответственно, решили проверить, а как будет, если мы возьмем, да и заблокируем этим препаратом, Маравироком, рецептор CCR5. То есть, по идее, должно было бы получиться какое-то улучшение функции мышц. Ну, естественно, что на людях это сделать невозможно, но вот тут поймите, главное, что в результате исследования на людях, это не на мышах было, вот кто-то там пишет, это на мышах, это нельзя на людей распространять. Это было исследование на людях, и именно на людях открыли механизм человеческий. И решили использовать мышиную модель по понятным причинам, потому что на людях нельзя никаких экспериментов делать. Никто в здравом уме на это не решится. И так как, честно говоря, и у мышей, и у людей есть мышцы, есть иммунная система, есть сердечно-сосудистая, есть нервная система, то есть, в принципе, очень много похожего, то решили дать Маравирок мышам. И, соответственно, дали молодым мышам и дали пожилым мышам 18 месяцев этим мышам. Я там оговорился, 18 лет сказал. Ну, кто-то из всего 45-минутного видео услышал только 18 лет, и мне пишет в комментариях, что мыши не живут 18 лет. Спасибо, я не знал. Шутка, конечно. Оговорки бывают. Вот. Ну и когда проверили они, что будет с этими мышами, которых подвергли несколькомесячному курсу Маравирока, то выяснилось, что, во-первых, у молодых мышей ничего не произошло. Это показало, что, значит, путь, который есть в стареющей мышце, не активен у молодых мышей. Окей. А что же произошло у пожилых мышей? А у них произошло, как уже мы знаем, увеличение выносливости, то есть они стали бегать на 50% быстрее, время у них увеличилось до изнеможения, в 2 раза почти, на 50%, извините. Потом мышечная сила у них увеличилась на 28%, масса мышечная увеличилась. И, естественно, когда посмотрели мышечную ткань этих мышек старых, то увидели, что там стало лучше со стволовыми клетками, стало лучше с сосудами, которые кровоснабжают мышечную ткань, стало меньше соединительной ткани, то есть лучше каркас мышечный стало меньше инфильтраций иммунными клетками, меньше воспалительных сигналов. И вот таким образом, опять же,
не разработали какой-то метод лечения саркопении, а подтвердили существующий путь. То есть теперь мы знаем, что в стареющей мышце активны хемокины. Теперь мы знаем, что существуют рецепторы, которые эти хемокины воспринимают. И если мы эти рецепторы заблокируем, то мы можем ожидать эффект, который сравним с анаболическими стероидами. Но, правда, по другому механизму. Анаболику как действуют? То есть они вызывают просто-напросто гипертрофию мышечных волокон, но они не устраняют воспаление в мышце, они не действуют на нервно-мышечные единицы, сейчас о них поговорим, они не действуют на иммунные клетки, они наоборот активизируют функцию mTOR-1, такой внутриклеточный регулятор анаболизма, который подавляет аутофагию. То есть они, да, за счет определенных изменений вроде бы дают мышечную силу, но дают ли они вот эту способность быстро подхватиться, быстро среагировать, быстро удержать тело в равновесии 70-летнему или 80-летнему человеку, как-то неизвестно. То есть до поры до времени, это уже такое у меня отступление, в молодом возрасте, когда действительно комплекс mTOR-1 работает хорошо, когда анаболический стимул организм воспринимает без каких-то последствий для себя, это может проходит не так заметно для организма. Человек молодой получает мышечную силу, мы видим всякие примеры. Но когда мы стареем, то вот эти безудержные процессы анаболизма начинают действовать против нас. Извините, переход количества в качество, закон философии. Вот, с первой частью, я думаю, мы покончили. Теперь понятно, что видео было о том, что вот новый механизм мы увидели, и я дальше сказал, что действительно есть пока что возможность поддерживать мышечную ткань физическими нагрузками, креатином, другими добавками, правильным питанием, белком, и это, собственно, пока что самый надежный путь. Но оказывается, я вот посмотрел, что существуют еще и такие растительные альтернативы. Они, конечно, не имеют такого значительного эффекта, как показал Моровирок, но тем не менее наш старый добрый, угадайте что? Кверцетин. Кверцетин показал очень интересные исследования на людях и очень интересные результаты. Дело в том, что кверцетин, напомню, это вещество растительного происхождения, которое содержится, например, в большом количестве в красном луке, в каперсах, загадочное для меня название, в винограде в красном и в яблоках. И иногда в каких-то ягодах, по-моему, клубника или черника, что-то там, в принципе, можно посмотреть. Но человек получает с диетой обычно около 30-40 миллиграммов кверцетина в день. Но если уже на очень качественной средиземноморской диете живет, то где-то 100 миллиграммов кверцетина в день. И там кверцетин в растениях находится в гликозидной форме, то есть соединенный с углеводами. И, соответственно, он лучше усваивается. А тот кверцетин обычный, самый, который продается в виде добавок, мы поговорим о том, какие добавки более хорошо усваиваются. Вот обычный самый кверцетин по 1000 мг, по 500 мг, который продается, он продается в агликоновой форме. Агликоновая форма всасывается очень плохо, поэтому и используют такие большие дозировки. В принципе, про кверцетин есть очень много исследований на клеточном уровне, на животном уровне, на лабораторных моделях, что он действительно воздействует на многие факторы клеточного старения, он уменьшает процессы воспаления, то есть он, если кому интересно, действует на нуклеар-фактор КПБ, который, в свою очередь, активировавшись, вызывает выброс провоспалительных цитокинов, интерлейкин, 1-бета, интерлейкин-6, альфа-тумор-некротический фактор, вот эти вот все плохие, так называемые воспалительные интерлейкины, которые поддерживают хроническое воспаление при старении. Кроме того, он активизирует аутофагию путем того, что активизирует специальный фермент внутри клетки, который называется аденозин-монофосфат активированная протеин-киназа, AMPK, которая в свою очередь угнетает mTOR-1. В общем, много всего интересного он делает. Но вопрос в том, как это транслируется на людях. И вот на людях на сегодняшний день, я хорошо порылся, существует 3 исследования. Есть еще одно, но оно касается фиброза легких, оно нам не очень
будет интересно. А вот есть очень интересные исследования, я делал видео несколько лет назад, по поводу применения кверцетина плюс дазотиниба для того, чтобы уменьшить количество стареющих клеток. И они действительно уменьшали. Правда, дазотиниб — это еще та история, это препарат, который применяется для лечения некоторых злокачественных заболеваний, то есть, естественно, он здоровому человеку не нужен. Но, тем не менее, там были получены хорошие результаты по уменьшению количества стареющих клеток в тканях. А уменьшение количества стареющих клеток влечет за собой что? Уменьшение количества хемокинов, которые ими выделяются. И вот такой подход уменьшения количества стареющих клеток называется сенолитическим, то есть уменьшение старения стареющих клеток. А подход, который уменьшает выделение веществ из стареющих клеток, называется сеноморфный подход. Так вот, кверцетин обладает как сенолитическим действием, так и сеноморфным, то есть он уменьшает также и воздействие плохих вот этих хемокинов. Про это исследование я рассказывал, и там, в общем-то, родилась идея о том, что можно применять кверцетин в пульсирующей дозировке 7/21, в смысле бей и беги. То есть вот как раундапом травят сорную траву, мы раз ее протравили, какое-то время эта сорная трава не растет до следующего раза. Точно так же и кверцетин. В той работе было высказано предположение, что можно применять периодически. Почему? Потому что сильное истребление стареющих клеток тоже теоретически ничего хорошего не дает. В молодости они даже играют протективную роль против рака. То есть в организме все очень тонко. Не бывает хорошо и плохо. Стареющие клетки нужны, так как они, в свою очередь, могут подавлять активность каких-то окружающих, зарождающихся раковых клеток. Я все примитивно говорю, конечно, но где-то так оно и есть. И вот та работа касалась непосредственно стареющих клеток, никакого отношения там к мышцам она не имела, но механизм раскрыла. Но вот две работы на людях, рандомизированные клинические исследования, показывают действительно, как работают добавки кверцетина на людях. И первое исследование, о котором хочу рассказать, было небольшое. Оно длилось всего 6 недель. Там было мало людей, по-моему, 12 человек всего участвовало. Ссылочки я дам, как всегда, в описании после этого видео. Группы разделили, одним давали плацебо, другим давали кверцетин 200 мг в форме гликозидов. То есть гликозидные формы кверцетина являются более биодоступными. Не надо 1000 мг, достаточно 200 мг. Эти люди выполняли в одном и том же режиме 3 раза в неделю упражнения на тренировку мышц разгибателей бедра, четырехглавой мышцы бедра. И, соответственно, что увидели? Прирост силы состоялся. Самое интересное, что в группе плацебо произошел прирост силы 5%, а в группе с кверцетином прирост силы составил 115%, то есть на 10% больше, чем в группе плацебо. Ну, это серьезно, то есть всего лишь за 6 недель. Кто-то скажет, это мало, но мне кажется, ну вот вы поднимаете штангу 90 килограммов или стали поднимать 99 прирост, ну да, почти 100 вы стали. Ну, мне кажется, что это прилично, прибавка к силе. Но что интересно, эта прибавка к силе никаким образом не отразилась на мышечной массе. Мышечная масса осталась такой же, как и была. Но когда людям начали измерять электрические потенциалы мышц, то оказалось, что в группе, которая принимала кверцетин, начало активироваться больше моторных единиц. Больше мощных, быстрых моторных единиц начали быстрее включаться в работу, и в результате этого сила у людей, принимающих кверцетин, пожилых, возросла. Тут надо понять, что такое моторная единица. Моторная единица – это один альфа-мотонейрон, это нервная клетка, которая у нас расположена в передних рогах спинного мозга, которая выходит в составе корешков спинного мозга, передних потом идет в составе нерва, и тоненькая эта веточка разветвляется, подходит к нескольким мышечным волокнам. Я приводил пример, представь себе провод,
который питает там несколько лампочек. Вот этот каждый провод и лампочки это мышечные волокна и является моторной единицей. То есть, соответственно, когда мы выполняем какую-нибудь физическую нагрузку, у нас происходит постепенное вовлечение моторных единиц. Допустим, у нас нагрузка маленькая, вот просто там я сижу на стуле, вам рассказываю. Мышцы работают, которые поддерживают осанку. Это небольшая нагрузка, включается там может 1-2%, не знаю, просто от фонаря говорю, медленных волокон. Они слабенькие, но этого достаточно для того, чтобы поддерживать осанку. Но если вдруг я захочу сейчас залезть в какой-то тренажер для того, чтобы качать спину, и возьму еще там, не знаю, 20-30, не знаю сколько килограммов, блин какой-нибудь от штанги, чтобы мышцы разгибателя спины тренировать, то у меня начнет вовлекаться гораздо больше моторных единиц, то есть гораздо больше мышечных волокон. Начнется рекрутирование все большего и большего количества нейронов, и будет возрастать частота разрядов в них. И вот чем старше человек становится, тем все труднее и труднее ему рекрутировать вот эти новые дополнительные нейроны. У него очень быстро происходит активация вот этих вот медленных небольших мышечных волокон, слабеньких вернее, а количество моторных единиц уменьшается, то есть просто замолкают нейроны и, соответственно, двигательные вот эти моторные единицы укрупняются. Когда соседние нервные клетки помирают, то те, которые остались живы, они выпускают немножечко отростки коллатерали к соседним мышечным волокнам, и получается, что двигательная единица укрупняется. И здесь уже происходит ситуация, что наши движения становятся менее точными. Вот у молодого человека очень много двигательных единиц. Это позволяет очень тонко координировать свои действия, выполнять точные движения и учиться. Вот знаете, допустим, хирургия. Для того, чтобы освоить лапароскопическую хирургию, нужно быть достаточно молодым, для того, чтобы у вас развивалась хорошо мышечная память, чтобы была обучаемость моторная лучше. А потом, когда вам 50 с плюсом, вас научить там новой хирургической технике там, или еще каким-нибудь ремеслам, ну, довольно трудно. Ну, это факт. Посмотрите, боксеры уходят из профессионального спорта, когда они не тренируются, не выступают до 70 лет. Просто ну, такова жизнь, что моторные единицы укрупняются, и, соответственно, ну, их движения становятся менее точными, и, что самое главное, их моторные единицы не могут быстро включиться сразу все. То есть у пожилого человека моторные единицы включаются очень медленно, их частота разрядов очень небольшая, и, соответственно, они развивают меньшую силу. Когда же человек молодой, у него сразу быстро включаются в работу, ну, по мере, конечно, необходимости. Сначала небольшое количество, медленные мышечные волокна, потом подключаются быстрые мышечные волокна, и, соответственно, мгновенно могут рекрутироваться огромное количество мотонейронов и двигательных единиц, и в результате возникает такое взрывное усилие. И чем больше их рекрутируется, тем больше мощности выдает человек, то есть энергии в единицу времени. Вот и все. И оказалось, что у людей, которые принимали кверцетин, у пожилых, как раз и увеличилось количество вот этих рекрутированных моторных единиц. При одной и той же нагрузке они начали быстрее вовлекать быстрые мышечные волокна, самые мощные, те самые волокна, которые теряются у нас при старении. Между прочим, при старении у нас больше сохраняются медленные мышечные волокна, благодаря которым мы бегаем, допустим, марафон там, и так далее. А вот те волокна, которые обеспечивают объем, силу и взрывные какие-то движения, они неумолимо уменьшаются. И кверцетин привел к тому, что начали активизироваться опять эти мощные моторные единицы у людей пожилых. Связали это с тем, что он воздействует на аденозиновые рецепторы в центральной нервной системе, и это приводит к большему выбросу
ацетилхолина и дофамина. Напомню, что дофамин это не только про систему вознаграждения, это еще и экстрапирамидная так называемая регуляция тонких движений, там где черная субстанция, вот она поражается у людей больных болезнью Паркинсона, и у них, соответственно, идут грубые нарушения двигательной активности. То есть в этом исследовании показали достоверное улучшение рекрутирования моторных единиц, в результате чего возросла сила. Прекрасно. Это показывает, что не только с стареющими клетками нам приходится иметь дело при саркопении, а есть еще очень важный нейромышечный аспект. И повторюсь, кому было интересно, это было 200 мг кверцетина, гликозида каждый день в течение 6 недель. Ну и еще одно исследование показало, что в течение 24 недель также люди принимали дозы 200 и 500 миллиграммов, опять же, гликозида, кверцетина, и им измеряли также мышечную массу, силу и измеряли эластичность мышц. Эти люди также проводили различные упражнения, силовые тренировки на ноги, и выяснилось, что в группе, которые применяли кверцетин, причем не важно было 200 мг или 500 мг, выше 200 мг эффект просто не увеличивался. У таких людей эластичность мышц через 24 недели была гораздо лучше, чем у людей, которые кверцетин не принимали. А эластичность мышц о чем нам говорит? О том, что изменяется каркас мышечный, о том, что становится измененной соединительная ткань, менее жесткая. Соответственно, эластичнее мышцы, меньше травм, лучше, быстрее движение. И это тоже вклад в уменьшение саркопении. Таким образом, мы видим, что из исследований получается, что 200 мг гликозида кверцетина каждый день оказалось в исследованиях достаточно для того, чтобы улучшить мышечную силу и улучшить эластичность мышц. Добавив к этому еще и потенциальное воздействие кверцетина на стареющие клетки, мы получаем 3 механизма, которые могут бороться с саркопенией. Понятно, что саркопения – это процесс очень многогранный, но ждать исследований, которые докажут непосредственное какое-то действие кверцетина против саркопении, может быть довольно долго. А те небольшие исследования, которые мы сейчас имеем, просто, может быть, кто-то захочет использовать себе во благо. И для того, чтобы, наверное, ответить на вопрос, который возникнет, а какая форма может заменить нам гликозиды кверцетина, доступные в продаже, я посмотрел. Оказывается, что эти гликозидные формы кверцетина очень дорогие, они используются в научных целях, но вместо обычного кверцетина или дигидрокверцетина, который вы можете видеть в дозировках 1000 или 500 мг, вот кто-то пишет 5 мг, это вообще, я не знаю, зачем они это вообще такие дозы применяют и где. Такая рабочая доза кверцетина 200-250 мг, фитосомальный есть кверцетин, я посмотрел, он доступный, фитосомы, говорят, повышают на где-то в 10-20 раз всасываемость кверцетина, поэтому можно сказать, что они похожи по биодоступности на те формы, которые применялись в исследованиях. В принципе, на этом все. Единственное, хочу сказать, значит ли, что вам надо бегом бежать, кверцетин покупать, что я вам что-то советовал? Нет, я вам ничего не советовал, я в этом видео просто дал информацию. Кому интересен индивидуальный подход и рассмотрение, что можно, что нельзя, решить комплексно, потому что не только саркопенией единой мы живы, пожалуйста, есть консультации и есть мое сопровождение.